Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я приготовлю безумно вкусный, необыкновенно нежный, душистый, ароматный и достаточно полезный для нашего организма томатный соус на зиму. А польза томатного соуса в том, что овощи, которые входят в его состав, даже в проваренном виде, содержат необходимые нашему организму витамины и минералы, а антиоксиданты в проваренных помидорах становятся более биоактивными, чем в свежих. Томатный соус насыщен необходимыми нашему организму эфирными маслами и витаминами. То есть, наслаждаясь этим безумно вкусным, душистым и ароматным соусом на зиму, можно совместить полезное с приятным. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. А гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Аз. Для приготовления томатного соуса на зиму мне понадобятся помидоры, сладкий болгарский перец, репчатый лук, зелень. Из зелени у меня сегодня только сельдерей и петрушка, но в этот салат отлично подходит еще белый базилик. К сожалению, его сегодня у меня нет, не нашла. А также мне понадобится соль. Соль берите специальную для заквасок и маринад без йода. Сахар, крахмал. У меня сегодня кукурузный, но прекрасно подойдет и картофельный. Только картофельного крахмала надо будет положить поменьше. Питьевая вода для растворения крахмала. 9% уксус. Если у вас 6% уксус, то его надо будет положить побольше. И, наконец, лавровый лист и пряности. Из пряностей я беру мускатный орех, тмин, имбирь, молотый красный и черный перец, куркуму, корицу, перец в горошек, душистый перец и гвоздику. Как вы видите, все ингредиенты достаточно доступные. А касательно пряности, хочу сказать, что при желании из них что-то можно убрать или заменить на другие пряности на свое усмотрение. Все это, как всегда, внизу опишу под видео. Итак, все овощи и зелень положила в воду примерно на час. Затем помыла, положила в дуршлаг, чтобы вода с них стекла. Друзья, наверняка постоянные зрители канала давно заметили, что я на это всегда делаю акцент. Когда мы оставляем овощи и зелень в воде, вся грязь и песок, даже нитраты, оседают на дно тазика. К тому же они чуть-чуть освежаются, да и промывать их становится проще. Так, идем дальше. Помидоры разделяю пополам, удаляя сердцевину и, разделив их еще на несколько частей, сначала отправляю в блендер, взбиваю, после чего отправляю в сотейник. В принципе, помидоры, да и все другие овощи для томатного соуса можно пропустить через мясорубку, но я сегодня этот вопрос решаю с помощью блендера. Еще хочу отметить, что при желании можно бланшировать помидоры. Но, честно говоря, я в этом не вижу необходимости. После общения с блендером или с мясорубкой от кожуры у помидоров и следа не остается. Все помидоры уже пропустила через блендер и положила в сотейник. Теперь отправляю в сотейник на плиту. Ставлю сотейник на средний огонь и перехожу к другим овощам. Болгарский перец очищаю от семян. Для этого я обычно пользуюсь специальным гаджетом, но на днях я видела, как одна из моих приятельниц по цеху удаляла семечки красного перца, скажем так, механическим образом, вернее, руками. И сегодня я постараюсь следовать ее примеру. Ну вот, как-то так. Ну, честно говоря, у меня это получается через раз. То есть
мне надо бы набить руки. Лиля, если вы не против, я бы записалась к вам на тренинги по этому вопросу. Уж больно мне понравился ваш метод. Так, перец тоже, разрезав на маленькие кусочки, отправляю в блендер. Измельчаю на блендере и вслед за помидорами отправляю в сотейник. Также поступаю с репчатым луком и зеленью. Очищаю лук, затем разделяю лук и зелень на крупные кусочки, пропускаю все через блендер и также отправляю в сотейник вариться на плите. Друзья, пару слов о посуде. Посуда, в которой будете варить томатный соус, будь это тазик, кастрюля или сотейник, должна быть толстым дном. Или же под посуду надо будет подложить железку или рассекатель. Естественно, периодически надо будет мешать соус, иначе дно посуды может перехватить, и если это произойдет, то вместо душистого и ароматного соуса вы получите соус с достаточно неприятным запахом. Теперь добавляю соль и сахар. Периодически помешивая соус, довожу его до кипения. Друзья, это первый этап варки, и с момента закипания надо будет варить соус 20 минут. А вот пошли первые пузырьки, и я включаю таймер. Варю томатный соус 20 минут. После насыпаю все пряности в отдельную миску и мешаю их. Затем всю эту смесь и лавровый лист отправляю в горячий сотейник с томатным соусом. Варю соус еще 20 минут. И, как вы понимаете, приближаемся к финальным аккордам. Теперь растворяю крахмал в питьевой воде и заливаю в горячий соус. Варю соус еще 5 минут. Прошли 5 минут, и я добавляю в томатный соус последний ингредиент – уксус. После добавления уксуса варю томатный соус еще 5 минут и собираю его по стерилизованным баночкам. Я стерилизовала баночки, возможно, для кого-то уже устарелым, но для меня самым проверенным способом. На стерилизацию банок вот таким образом уходит примерно 20 минут, но, уверяю вас, способ работает четко. А вы можете стерилизовать баночки любым удобным для вас способом. Собираю томатный соус по баночкам и плотно закрываю крышки. Еще хочу отметить такой момент. Метод абсолютно спокойно применяется ко всем банкам, независимо от их объема и от типа крышек, жестяные под закаточный ключ или винтовые. Все, баночки с томатным соусом укомплектованы. Из указанного количества продуктов у меня получились 5 баночек томатного соуса по 330 грамм и 2 баночки по 700 грамм. Я их переворачиваю и укрываю теплым пледом. Я оставлю баночки под теплым пледом примерно на сутки. Баночки с горячим томатным соусом должны остыть медленно. А на следующий день достаю баночки и вуаля! Ароматный, душистый и безумно вкусный томатный соус на зиму готов. Теперь убираю баночки с томатным соусом на балкон.
Друзья, вот такой томатный соус имеет универсальное применение. Его можно применять в супах, в очень многих горячих блюдах, использовать как подливку к макаронам, картофельному пюре, да и просто намазать на хлеб и наслаждаться. А предварительно маринованные в этом томатном соусе курица, рыба или любое другое мясо в духовке приобретают незабываемо волшебный, просто изысканный аромат. Друзья, а попробуйте и вы приготовить на зиму вот такой томатный соус. Это ж такая красота, томатный соус на зиму своими руками, без консервантов и прочих добавок, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Такой томатный соус дорогого стоит. Вы знаете, что вы в него положили и из чего он состоит. На его приготовление уходит совсем немного времени и применяются самые стандартные продукты, которые имеются практически в каждом доме. На приготовление томатного соуса в общей сложности тратится 1,5 часа. Зато вы получаете запас на всю зиму. И если называть все вещи своими именами, буквально за копейки. Я настоятельно рекомендую вам приготовить такой волшебный томатный соус. Можете быть уверены в том, что вам каждое лето захочется приготовить его вновь и вновь. Всем приятного аппетита! Дорогие мои подписчики и гости моего канала, очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!